Глухой лес расположен в отдаленной части страны, среди высоких гор и непроходимых троп. Местные жители всегда говорили о невероятных существах, скрывающихся в его недрах, о которых никто не осмеливался говорить вслух. Исследователи, вооружившись современными технологиями и смелыми намерениями, решили разгадать эту загадку. Однако никто не предполагал, что их находка станет настоящей сенсацией. Тело, найденное в лесу, выглядело необычно. Оно не обладало ни следами старения, ни признаками смерти, характерными для зрелого человека. Исследователи сначала не верили своим глазам, для них это стало настоящим ударом. Человек, найденный в состоянии почти полной сохранности, был одет в старинное одеяние, которое не поддавалось классификации. Словно история этого человека была заточена в темных углах времени, ожидая своего часа. Вскоре группа ученых начала анализировать находку. Первые результаты показали, что тело не подвергалось разложению, а его состояние в какой-то степени было идентично состоянию человека, который может находиться на грани старости. Исследователи были поражены. Как такое возможно? Как этот человек смог дожить до такого возраста и при этом сохранить свою физическую форму? Параллельно с анализом тела команда обнаружила вокруг него необычные артефакты, старинные предметы, которые могли рассказать о его жизни. Каждый найденный предмет открывал новые горизонты в понимании того, кем был этот загадочный человек. Легенды о глухом лесу начали оживать, и с ними возникли вопросы. Кто был этот человек? Как он оказался здесь? Какие тайны скрыты в его прошлом? Восхищение исследователей росло с каждой новой находкой. Глухой лес, который долгое время считался просто мистическим местом, теперь стал центром внимания для ученых и журналистов. Их ожидания нарастали. Вскоре они должны были сделать публичное заявление о своих находках, которое, как они надеялись, изменит представление о долголетии и истории человечества. Никто не мог предсказать, какие последствия это открытие повлечет за собой. Исследования продолжались, и с каждым днем все больше людей интересовались загадкой глухого леса и его таинственного жителя. Анализируя найденные артефакты, ученые наткнулись на древнюю карту, запечатанную в кожаном свитке. Это был неожиданный поворот. Карта содержала изображения мест, которые, по всей видимости, были связаны с мифами глухого леса. На ней были обозначены священные места, таинственные источники и загадочные руины, которые могли указывать на историю человека, найденного среди деревьев. Команда решительно приняла решение исследовать эти места. Первым шагом стало изучение ближайших очертаний местности. На карте были указаны 3 ключевых точки, и каждая из них могла раскрыть дополнительные детали о жизни загадочного жителя леса. Исследователи разделились на группы, чтобы максимально использовать время. Первая группа, состоящая из антропологов и историков, направилась к старинным руинам, отмеченным на карте. Они ожидали найти следы древней цивилизации. Вторая группа, состоящая из биологов и генетиков, отправилась к источнику, который, согласно легендам, обладал целебными свойствами. Третья группа, включавшая археологов, осталась на месте находки, чтобы продолжить анализировать тело и артефакты. По мере продвижения первой группы к руинам, они заметили, что лес становился все более густым и мрачным. Деревья, казалось, сжимали их, а мрак сгущался с каждым шагом. Вдруг на одной из старинных стен они обнаружили уникальные наслоения, которые, как предполагали ученые, могли быть письменами, относящимися к жизни найденного человека. Они стали делать фотографии, пытаясь расшифровать информацию, которая могла бы пролить свет на его существование. Одновременно в источнике вторая группа, собрав образцы воды, обнаружила необычные микроорганизмы. Под микроскопом они выглядели удивительно, клетки, обладающие свойством самовосстановления, были в разы больше обычных. Это открытие вызвало бурю эмоций. Возможно, химический состав этой воды мог объяснить долголетие найденного человека. Исследователи начали собирать образцы для дальнейшего анализа. В это время на месте находки археологи продолжали изучать тело. Они отобрали образцы кожи и волос, чтобы провести ДНК-анализ. Каждое новое открытие вызывало больше вопросов. Как могла такая уникальная генетическая структура указывать на возможное происхождение? Возможно, этот человек принадлежал к давно исчезнувшей культуре или даже к некоему древнему виду, который вымер, но оставил за собой наследие в виде этого загадочного человека. Каждая группа, работающая над разгадкой тайн глухого леса, была полна ожидания.
Время шло, и исследователи понимали, что каждая находка могла изменить представление о человеческой истории. Глухой лес уже не был просто местом с легендами. Он стал центром научной революции, где каждая деталь могла привести к сенсационному открытию. В воздухе витала атмосфера ожидания. Все ждали, что произойдет дальше. Генетический анализ, проведенный на образцах, показал поразительные результаты. ДНК человека, найденного в глухом лесу, имела множество аномалий, которые не соответствовали современным человеческим геномам. Вероятно, он принадлежал к неизвестной науке группе людей, обладающих уникальными свойствами. Ученые были в недоумении. Как такое возможно? Кто был этот человек и как он дожил до таких лет? В это время группа антропологов, изучая руины, наткнулась на необычные фрески, изображающие людей, обладающих особыми способностями. На стенах были изображены сцены, где эти люди взаимодействовали с природой, исцеляли раненых и преодолевали невероятные трудности. Ученые начали сопоставлять эти изображения с найденным телом. С каждой новой находкой становилось все более очевидным, что этот человек мог быть не просто долгожителем, а представителем древней культуры, обладавшей знаниями, утерянными в веках. Параллельно с этим в лагере исследователей нарастало напряжение. В одну из ночей, когда группа стала обсуждать последние находки, один из биологов, доктор Смит, заявил, что у него появились подозрения о состоянии найденного человека. Он отметил, что из-за аномального состояния ДНК и качества сохранности тела этот человек мог не просто быть жертвой времени, но и обладать способностью к саморегенерации. Это открытие вызвало споры среди исследователей. Некоторые считали, что такие способности могут быть опасными и что их открытие может вызвать негативные последствия. На следующий день, когда группы вновь начали работу, неожиданно произошел инцидент. Во время анализа воды из источника один из биологов, доктор Кларк, почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Он начал терять сознание и был быстро доставлен в лагерь. Это событие вызвало панику среди исследователей. Стали выдвигаться теории о том, что источники леса могут быть токсичны или содержать неизвестные вещества, способные повлиять на здоровье человека. Ситуация усугубилась, когда один из археологов, работавший на месте находки, исчез. Обнаружив его отсутствие, команда решила отправиться на поиски. Лес окутал туман, и звуки природы усиливали ощущение тревоги. Все понимали, что затеряться в этом лесу может стать опасным. Поисковая группа, разделившись на небольшие отряды, начала прочесывать окрестности, но время шло, а никаких следов не появлялось. Каждое новое событие все больше подрывало уверенность исследователей. Они осознали, что глухой лес хранит не только тайны древности, но и современные опасности, которые могут угрожать их жизни. Углубляясь в изучение загадок, они встали на грань конфликта. Каждый вопрос порождал новые опасения, а каждый новый факт о найденном человеке становился все более шокирующим. Напряжение росло, и у каждого исследователя возникал вопрос, стоит ли продолжать, если риск слишком велик. Однако азарт науки и желание разгадать тайну толкали их вперед, даже в условиях неизвестности. Исчезновение археолога превратило исследование глухого леса в настоящую гонку за загадками. В поисках ответов команда сосредоточилась на месте, где было найдено тело. Они установили временный лагерь недалеко от этого места, планируя углубиться в детали находки. Во время анализа доктор Смит и его коллеги заметили странные следы на земле вокруг тела, которые не соответствовали известным животным региона. Следы имели необычную форму и явно указывали на нечто, что не должно было существовать в этой местности. С каждым часом напряжение росло. Ученые слышали странные звуки, доносящиеся из леса. Шорохи и шепот усиливались, создавая атмосферу тревоги. Некоторые члены группы начали высказывать сомнения относительно безопасности их нахождения здесь. В ту же ночь антропологи, исследуя артефакты, обнаружили фреску, изображающую древние обряды. На картине люди использовали растения для создания зельев, что вызвало дискуссии о потенциальной связи между этими растениями и состоянием найденного человека. Неожиданно один из членов поисковой группы вернулся с сообщением о важной находке. Он привел коллег к обрыву, откуда открывался вид на скрытое озеро. Вода в озере светилась голубым светом, а пейзаж выглядел магически. Ученые заметили, что вокруг озера росли те же растения, изображенные на фресках. Это открытие совпало с нарастанием напряжения в лагере. Доктор Смит, не теряя времени, собрал образцы воды и растений, надеясь пролить свет на способности найденного человека.
Однако среди исследователей возникли разногласия. Один из членов группы, ранее незаметный, начал настаивать, что это место может быть опасным. Он выдвинул теорию, что вода из озера может вызывать странные явления, происходящие с членами команды. Тем временем темные облака начали сгущаться на горизонте, а лес наполнился зловещими звуками. Напряжение достигло своего предела, когда один из исследователей, не дождавшись указаний, подошел к озеру и опустил руку в сияющую воду. В этот момент его рука начала светиться тем же голубым светом, что и вода. Все замерли от шока и удивления. Этот инцидент стал поворотным моментом, ставящим под сомнение их представление о природе и физике. Паника охватила группу. Доктор Смит, пытаясь сохранить спокойствие, потребовал отвести исследователя от воды. Но было уже слишком поздно. Его поведение изменилось, он стал агрессивным и непредсказуемым. Ситуация вышла из-под контроля, и напряжение между членами команды нарастало. Глухой лес превратился в арену борьбы за выживание и понимание происходящего. Каждый шаг вперед несли в себе риски, а каждая находка открывала новые опасности. Исследователи начали осознавать, что столкнулись с чем-то, выходящим за пределы их знаний и понимания. Лагерь погрузился в хаос после инцидента с исследователем, который опустил руку в светящееся озеро. Доктор Смит, пытаясь взять ситуацию под контроль, быстро собрал всех членов команды для экстренного совещания. Обсуждение того, что произошло, привело к резким высказываниям и спорам. Некоторые начали требовать немедленного возвращения в цивилизацию, опасаясь воздействия воды на их здоровье. Другие, напротив, настаивали на углубленном изучении феномена, полагая, что это открытие может коренным образом изменить их понимание науки. Доктор Смит собрал данные о состоянии исследователя, который коснулся воды. В его анализах обнаружились аномалии. Уровень адреналина был зашкаливающим, и его сердечный ритм оставлял желать лучшего. Он быстро проверил его на наличие других отклонений, но в целом физическое состояние оставалось стабильным. Это только подогрело споры среди команды. Тем временем доктора Кларк и Смит решили провести анализы и на других членах группы, чтобы проверить, не повлияло ли таинственное озеро на их здоровье. Они собрали кровь и начали тестирование. Результаты показали, что у многих наблюдались небольшие изменения в клеточном составе крови, но ничего критического. Однако это не успокоило команду. Страх перед неизвестным не покидал их. Ситуация стала еще более напряженной, когда один из биологов, Дженнифер, сообщила об ухудшении самочувствия. Она жаловалась на головные боли и постоянное чувство тревоги. В лагере начались слухи о возможном яде в воздухе или воде. Доктор Смит и Кларк решили, что необходимо провести детальный анализ воды из озера, чтобы выявить наличие токсинов или других аномалий. В это время археологи продолжали работать с найденными артефактами. Они обнаружили дополнительные фрагменты фресок, изображающие более детальные сцены ритуалов, связанных с озером. На этих фресках были изображены люди, которые поили свою кровь в ритуальных чашах, и это вызвало у ученых шок. Археологи начали делать выводы о том, что древние жители леса могли иметь какие-то тайные обряды, связанные не только с водой, но и с жизнью и смертью. На фоне нарастающего напряжения ученые решили провести вечерние наблюдения. Каждый по очереди делился своими мыслями о том, что они узнали, и предлагал свои гипотезы. Ночью они слышали странные звуки из леса, которые становились все громче и зловещей. Каждое шуршание и шепот напоминали о том, что лес хранит свои тайны. Ученые начали осознавать, что, находясь здесь, они могли стать частью чего-то гораздо большего, чем просто исследование. Когда ночь подошла к концу, доктор Смит собрал команду для окончательного обсуждения их дальнейших действий. Он предложил разделиться на две группы. Одни продолжат исследовать озеро, а другие займутся анализом артефактов. Это решение вызвало новые споры, и команда разошлась, каждый из членов которой начал осознавать, что глухой лес не просто место, а нечто более сложное и опасное. Каждый шаг вперед не только приближал их к разгадке, но и подвергал их жизни опасности, которую они не могли предсказать. Исследователи, разделившись на группы, начали углубленное изучение найденных артефактов и анализ тела. Во время работы над фресками в лагере археологи обнаружили, что одна из них, изображающая человека с уникальными символами на теле, полностью совпадала с внешностью найденного человека. Это открытие произвело настоящий фурор среди ученых. Каждый символ мог содержать ключ к разгадке его жизни и тайны долгожительства.
Доктор Смит, осмотрев фреску, начал сопоставлять символы с уже известными мифами и легендами. Он заметил, что некоторые из них могли указывать на обряды очищения и исцеления. Это заставило его задуматься о том, что данный человек мог быть не просто жителем древней культуры, а неким жрецом или хранителем знаний. С каждым новым символом понимание его роли в обществе становилось все более ясным. Тем временем группа, исследующая озеро, столкнулась с новыми проблемами. Они заметили, что вода в озере начала изменять свои свойства. Глубокий голубой цвет стал тускнеть, а на поверхности появились пузырьки. Это вызвало панические настроения среди членов команды. Они начали высказывать опасения, что что-то в экосистеме озера может измениться, и это может повлиять на их здоровье. Доктор Кларк, который в это время занимался анализом образцов, зафиксировал увеличение количества микроорганизмов в воде. Они выглядели агрессивными и быстро размножались. Сообщив об этом, он вызвал панику в команде, и это стало причиной для опасений. Ситуация обострилась, когда один из исследователей, который ранее касался воды, начал демонстрировать странное поведение. Он стал забывать факты и путать события, что усиливало общее беспокойство. На фоне этих событий археологи продолжали расшифровывать найденные символы. Они заметили, что один из символов на фресках был повторен много раз, и его значение могло указывать на тайный источник знаний, который, возможно, был утерян. Ученые пришли к выводу, что этот человек мог быть ключом к пониманию целого мира, скрытого за границами их текущего понимания. В то время как исследователи углублялись в историю жизни найденного человека, они начали находить параллели с собственными жизнями. Каждый из них начинал задаваться вопросами о своем месте в мире и о том, как их действия могут влиять на будущее. Но все это было приправлено страхом перед неизвестным. Над лагерем нависал мрак, и каждый шорох казался предвестником чего-то ужасного. Споры о будущем исследования становились все более острыми. Некоторые предлагали покинуть лес, в то время как другие настаивали на том, что они должны остаться и разгадать тайну. Ситуация накалялась, когда один из археологов, изучая фрески, заявил, что нашел упоминание о жертвах, необходимых для поддержания целебных свойств воды озера. Это заявление вызвало бурю эмоций. Исследователи начали осознавать, что их работа здесь может привести не только к открытиям, но и к потенциальной опасности. Все понимали, что глухой лес хранит больше, чем тайны, он может стать ареной для их собственных жизней. Ситуация в лагере достигла критической точки, когда результаты тестов на образцы воды и кровь исследователей начали поступать. Доктор Кларк, изучая данные, пришел к шокирующим выводам. Микроорганизмы в воде содержали вещества, которые могли влиять на человеческую ДНК, активируя гены, связанные с долголетием и регенерацией. Это открытие повергло команду в замешательство. Они осознали, что вода из озера могла быть ключом к тайне долгожительства найденного человека. Доктор Смит, собрав команду, объявил о своих мыслях. Он предположил, что древние жители, изображенные на фресках, могли использовать эту воду и растения для создания эликсиров, способствующих продлению жизни. Они могли проводить ритуалы, в которых использовали жертвоприношения, чтобы получать эти целебные силы. Это заявление вызвало замешательство. Каждый осознал, что, возможно, они были частью не только научного открытия, но и чего-то гораздо более зловещего. Тем временем один из исследователей, который ранее касался воды, начал проявлять необычные способности. Он начал демонстрировать физическую силу и ловкость, которые не соответствовали его обычному состоянию. Это стало предметом обсуждения среди членов команды, которые начали высказывать опасения, что влияние озера могло быть более широко распространено, чем они предполагали. Ситуация в лагере ухудшилась, когда группа археологов, продолжая расшифровывать фрески, обнаружила упоминание о пробуждении. Это событие, по их словам, происходило раз в поколение и требовало жертвы, чтобы поддерживать баланс между жизнью и смертью. Исследователи начали догадываться, что их работа может стать частью этого ритуала. Напряжение нарастало. Страх перед тем, что они могли вызвать пробуждение, стал всеобъемлющим. В один из напряженных вечеров, когда лес окутал туман, часть команды собиралась у озера, обсуждая последние события. Внезапно они увидели, как из воды начали подниматься светящиеся силуэты. Эти существа, казалось, были призраками древних людей, которых они видели на фресках. Вокруг них возникло свечение, и команда замерла от ужаса. Эти призраки, согласно фрескам, были жрецами, которые охраняли секреты долголетия.
Тем временем среди исследователей нарастала паника. Некоторые начали кричать, что они должны покинуть это место, в то время как другие, напуганные, стояли на месте, не в силах отвести взгляд от светящихся фигур. Доктор Смит, когда-то уверенный в своем научном подходе, теперь оказался в состоянии растерянности. Он понимал, что они пересекли грань и теперь столкнулись с чем-то, что трудно объяснить наукой. Силуэты начали приближаться, и внезапно один из них выдвинул руку к исследователю, который ранее касался воды. В этот момент произошел мощный всплеск энергии, и пространство вокруг них наполнилось ярким светом. Исследователи, охваченные страхом и трепетом, поняли, что глухой лес хранит не только тайны, но и силу, способную изменить их жизни навсегда. В этот момент они осознали, что стали частью великой истории, и теперь должны найти способ выжить в этом мире, полном неизведанных возможностей и угроз. Светящиеся силуэты, приближаясь к исследователям, стали источником ужаса и восхищения. Доктор Смит, пытаясь сохранить хладнокровие, обратился к команде, требуя сосредоточиться и не поддаваться панике. Но невидимая сила, исходившая от призраков, воздействовала на участников экспедиции. Каждый из них начал ощущать нечто необычное. Кто-то чувствовал прилив энергии, а кто-то ясность ума, который давно не испытывал. Дженнифер, одна из исследователей, которая ранее жаловалась на головные боли, вдруг ощутила легкость в теле. Воспоминания о том, как она стремилась к пониманию своих возможностей, нахлынули на нее. Она повернулась к коллегам и заявила, что чувствует себя способной на многое. Под влиянием этой силы она попыталась поднять одну из тяжелых коробок с артефактами, и, к ее удивлению, это оказалось простым делом. Доктор Кларк, наблюдая за происходящим, заметил, что его коллеги начали обретать уверенность. Их взгляды обменивались. Они осознавали, что стали частью чего-то большего. Однако один из археологов, замечая изменения в своей команде, стал проявлять агрессивность. Он закричал, что они не должны забывать о рисках, связанных с озером и его влиянием, и его слова вновь нагнетали атмосферу тревоги. Спор накалялся, когда один из светящихся призраков подошел ближе, его образ стал четче. Он указал на доктора Смита. В этот момент на него обрушилось нечто невероятное. Его разум наполнился изображениями древних обрядов, целебных растений и силы воды. Он увидел, как жрецы использовали эти знания, чтобы передавать свою силу следующим поколениям. Это знание переполнило доктора Смита, и он осознал, что эта сила может изменить судьбы не только их, но и других людей. Понимая, что время истекает, доктор Смит закричал: «Если мы не объединим усилия и не поймем, как использовать эти способности, нам не справиться с тем, что нас окружает». Его слова, полные решимости, подействовали на команду, которая, наконец, объединилась. Каждый из них почувствовал прилив сил и уверенности. Они начали пробовать новые способы взаимодействия с окружающим миром, используя свои необычные способности для раскрытия тайн глухого леса. Светящиеся призраки начали циркулировать вокруг, и каждая встреча с ними укрепляла связь команды с древними знаниями. Участники исследования начали осознавать не только свои возможности, но и необходимость действовать в единстве. Каждое новое открытие оказывало влияние на их физическое состояние, и вскоре они начали чувствовать себя способными к более сложным взаимодействиям с окружающей средой. Тем не менее, угроза оставалась. Призраки, казалось, предупреждали их о рисках и опасностях, которые скрывались в лесу. Неизвестность давила на них, и они понимали, что стоят на пороге чего-то огромного. Если не будут осторожны, это может обернуться катастрофой. Каждый шаг вперед сопровождался риском, но они были полны решимости использовать свои новые способности для разгадки тайн, которые хранил глухой лес. Команда, объединившая усилия для раскрытия тайн глухого леса, начала применять свои новые способности. Они исследовали местность, взаимодействуя с природой и используя знания, полученные от призраков. Физическая сила и умственные способности участников значительно возросли, и каждый шаг в лесу становился более уверенным. Страх постепенно уступал место решимости. Вернувшись к озеру, они снова заметили светящиеся силуэты вокруг. Вода, как будто отвечая на их присутствие, начала светиться ярче. Доктор Смит, вспомнив обряды, которые видел, предложил команде провести ритуал очищения с использованием найденных целебных растений. Они собрали листья и коренья, ранее отмеченные на фресках, и начали процесс. Ритуал требовал сосредоточенности и единства. Каждый из них высказывал свои намерения, стремясь понять, как эта сила может быть использована для блага.
По мере произнесения слов, вода в озере начала реагировать, поднимаясь и образуя волны света. Призраки кружились вокруг, создавая ощутимую энергию, наполнявшую лес. Участники ритуала почувствовали, как их тела наполняются силой. Когда ритуал завершился, вода изменила цвет на насыщенный и глубокий. Один из призраков, казавшийся их проводником, подошел ближе и произнес слова, понятные только команде. Этот момент стал откровением. Они осознали, что их действия восстановили связь с прошлым, вернув древние знания в современный мир. Долголетие найденного человека стало результатом не только природных факторов, но и мощной связи с окружающей средой. После ритуала команда приняла решение покинуть лес, обогащенное новыми знаниями. Они поняли, что их открытия могут изменить представление о человеческом потенциале и об отношении с природой, влияющем на здоровье и долголетие. Однако, покидая глухой лес, они осознали, что некоторые тайны могут остаться недоступными для большинства людей. На обратном пути они обсуждали, как донести свои открытия до научного сообщества, не вызывая паники. Информация о долголетии и его связи с природными элементами требовала осторожного подхода. Они понимали, что за пределами их понимания остаются множество тайн, которые могут оказаться полезными для человечества. Когда группа покинула лес, каждый из них почувствовал, что стал частью чего-то большего. Они не только разгадали тайну долголетия, но и открыли для себя новую философию жизни, основанную на уважении к природе. Глухой лес стал символом их трансформации, местом, где наука пересеклась с древними знаниями. Эта история о тайнах, долголетии и силе природы осталась с ними навсегда, как напоминание о том, что человечество всегда должно стремиться к гармонии с окружающим миром.